Как отмечают новогоднюю ночь в разных странах? Какие основные новогодние традиции? Где Новый год наступает не зимой? В этом видео я собрал самые интересные факты о любимом празднике миллионов людей. Финляндия. В канун Нового года финны гадают на воске, а на праздничный стол ставят много блюд и напитков. Самое желанное угощение для северян – сладкая каша из риса и кисель из слив. Финского Деда Мороза зовут Елапуки. Переводится это имя как «рождественский козел». Так доброго дедушку именуют за то, что он ездит на запряженной козлами повозке. Старичок хорошо слышит, поэтому о своих желаниях ему лучше рассказывать шепотом, чтобы о них не узнал злой дух. Швеция. В канун Нового года шведские дети проводят выбор Лючии, королевы света. Назначенная на этот пост девушка надевает белое платье и корону, на которой закреплены зажженные свечи. Лючия угощает лакомствами домашних питомцев и одаривает детей. Праздник света сопровождается зажженными на улицах, а также в домах яркими огнями. Венгрия. В ответственный момент прихода Нового года жители Венгрии достают из закромов рожки, дудки, свистульки и изо всех сил свистят. Таким способом они очищают дом от злых духов и освобождают пространство для благополучия и радости. В венгерских новогодних блюдах присутствует горох, фасоль, орехи, яблоки, мед и чеснок. Франция. В преддверии 31 декабря французы украшают дом фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во Франции откликается на имя Пер Ноэль и кладет детям подарки в обувь. Королем новогодней ночи становится ребенок, который получает праздничный пирог с запеченным внутри бобом. Испания. Каждый испанец под бой местных курантов обязательно съедает дюжину виноградин. Этот ритуал дарует удачу на весь следующий год. В испанских магазинах даже продают банки с виноградинками без семечек и кожи. Еще один интересный момент. Новый год нужно встретить в нижнем белье красного цвета, чтобы в течение следующих 12 месяцев не испытывать материальных проблем. Традиция распространяется и на мужчин, и на женщин. Италия. Многим известно, что в Новый год итальянцы избавляются от старых вещей, выбрасывая их прямо в окна, согласно средневековой традиции. Этот обычай соблюдается не во всех крупных городах, в основном он жив в деревенской местности. 1 января жители Италии отправляются за проточной водой и несут ее домой, стараясь встретить сгорбившегося старика. По поверьям, это сулит удачу, в отличие от столкновения с детьми или монахами. Вместо Деда Мороза подарки в стране раздает летающая на метле фея Бефана. Однако волшебный дедушка в Италии тоже есть. Его имя Бабо Натале. На празднике жители Апеннин едят чечевицу, орешки и виноград, который является символом здоровья, достатка и долгих лет жизни. ЮАР. Как и в Италии, в ЮАР избавляются от старых вещей, выбрасывая их прямо в окно. Правда, в последние годы власти стремятся запретить эту традицию по соображениям безопасности. Непал. Непальцы вещи не выбрасывают, а сразу же сжигают в огне новогодних костров. С приходом утра жители Непала украшают себя узорами и начинают кружиться в танце и петь, отмечая праздник красок. Англия. Англичане празднуют Новый год мирно и при этом разнообразно. Разыгрывают сценки из сказок, устраивают карнавал и уличные ярмарки. Для подарков дети готовят не чулок, как в ряде стран, а тарелку, которую ставят на стол. Чуть раньше полуночи тишину разбавляет звон колокола, который сигнализирует о наступлении Нового года. Одновременно с этим, под веткой амелы, предаются поцелуям влюбленные. Считается, что этот романтический ритуал уберегает пару от расставания в течение следующих 12 месяцев. На классическом праздничном столе англичан присутствует индейка с картофелем, каштанами, соусом, выпечка с мясной начинкой и тушеная брюссельская капуста. На десерт подаются фрукты, а также пудинг. Германия. Немецкий Санта-Клаус, как и английский, кладет детям подарки в тарелку, но путешествует на осле. Взрослые развлекаются гаданием на свинце, настольными играми и фейерверками. Немцы почти не готовят на зимний праздник сытных блюд, ограничиваются закусками типа раклета и фондю, популярны блюда из рыбы и пончики. Шотландия. Шотландский Новый год носит название Хагмани и проходит в форме праздничного огня. Его участники сжигают бочки, наполненные дегтем и символизирующие старый год. Также это дань древним традициям, по которым пламя защищало от злых сил, и брошенное в воду обеспечивало людям поддержку духов воды. Самый желанный первый гость 1 января в шотландском доме брюнет, который переступает порог не с пустыми руками.
Мужчина с темными волосами, согласно местным поверьям, приносит удачу. Гости, приходящие на праздник, должны приносить с собой уголь, который они позже бросят в камин на удачу. На новогодний стол в Шотландии утром подают лепешки из овса, сыр и пудинг. Во второй половине дня бифштекс, гуся, яблоки в тесте либо пирог. Япония. Новый год в стране восходящего солнца встречают в новой одежде, чтобы защититься от болезней и вообще стать любимчиком фортуны. Елкой служит небольшое дерево матибана. Ветками сосны декорируют двери. Также приветствуются бамбуковые ростки и ветки, персиковые и сливовые мини-деревья. В новогоднюю ночь каждый японец мечтает услышать 108 колокольных ударов, чтобы стать лучше и избавиться от негатива. Здоровье и благополучие в семье символизируют такие блюда, как рис, лапша, фасоль и карп. Вьетнам. Для вьетнамцев Новый год наступает в период с 21 января по 19 февраля. Они украшают грабли, которые символизируют способность заполучить деньги и счастье. Местного Деда Мороза, Тао Куэна, считают способным летать по небу, оседлав карпа и становиться драконом. Чтобы волшебный дух исполнил желание, следует рассказать о нем настоящему карпу и выпустить в водоем. Чудесная рыба непременно передаст эти слова Богу. В Новый год также принято обмениваться добрыми пожеланиями, написанными черным по красному, украшать дом ветками цветущего персика и взрывать самодельные хлопушки. Основные вьетнамские новогодние блюда готовят из риса. Эквадор, Перу. В крупных городах этих стран на Новый год проводятся обряды. Люди общаются с шаманами и пытаются с их помощью увидеть будущее. Остается популярным гадание на яйце и пиве. Распространены и предметы. Чтобы привлечь удачу, перуанцы и эквадорцы украшают красивую молодую женщину плодами. Счастье же помогает привлечь одежда оптимистичного желтого цвета и любовь красного. Эквадорцы, мечтающие провести год в путешествиях, должны во время боя курантов оббежать несколько раз вокруг дома с чемоданом в руке. А чтобы избавиться от прошлогоднего негатива, рекомендуется выбросить из окна стакан, наполненный водой. С ним разрушится и все злое, что присутствует в жизни человека. Колумбия. Персонаж под названием Старый год провозглашается главным героем колумбийского карнавала. Он передвигается на ходулях и развлекает детей забавными историями. Местный Дед Мороз, которого именуют папой Паскуале, отвечает за фейерверки. Перед самым Новым годом устраивают парад кукол. Бразилия. Новый год здесь имеет в своей основе празднование для водной богини Иманджи, покровительницы моряков. Ей приносят дары и в виде свечей и цветов, которые отправляют вплавь и загадывают желания. Новогоднюю ночь в Бразилии не бьют куранты. Оставшиеся до полуночи секунды считают вслух. Из подарков дарят в основном сувениры, так как главные презенты вручают еще и на Рождество. В праздничную ночь, одетые в белое, в маленьких городах голубое, люди братаются. Прощают друг другу и вместе смотрят световое шоу в Копакабане и салют в местечке Ди-Фрайтас. После Нового года начинается карнавал. США, Майами. Самые шумные и веселые события в Новый год разворачиваются на улицах Ocean Drive, центральной в Майами-Бич. Здесь не только запрещены необычные танцы и наряды, наоборот, они приветствуются. Выступления музыкантов и артистов происходят около увешанной игрушками гирляндами елки. Другой вариант отметить праздник – это пойти в кафе или ресторан, где выступают звезды, зачастую мирового уровня. Состоятельные туристы отправляются на Новый год в круиз на яхте и наблюдают за фейерверками с палубы этого шикарного судна. Австралия. В стране кенгуру Новый год празднуют не зимой, а летом. Самый серьезный масштаб торжества принимают в больших городах, где под открытым небом выступают разноплановые творческие коллективы. Один из крупнейших на планете фейерверков запускает в небо в гавани Сидней-Харбор. Великолепие салюта очень приятно оценивать с башни города Сидней. Билеты туда продаются заранее. В Тасмании и Виктории проходит The Falls Festival, особенно популярный у молодежи. Во всех штатах австралийцы поздравляют друг с друга с Новым годом, громко и шумно. 1 января они отправляются на пляж, где наслаждаются серфингом, танцами и организуют пикники. Вечеринки длятся еще 5 дней. Панама. Жители Панамы в праздник стараются вести себя как можно более шумно, чтобы заручиться поддержкой сил добра. Бирма. Бирманцы отмечают Новый год в середине весны. На праздник отводится 3 дня. Чтобы задобрить богов, в Бирме устраивают состязания по перетягиванию каната.
Китай. В Новый год жители КНР совершают омовение Будды в храмах и практикуют обливание, когда слышат добрые пожелания в свой адрес. Израиль. К израильтянам Новый год приходит в сентябре. Перед праздником вкушают гранат, мед, яблоки и рыбу и молятся. Особо важные обращения к Богу оглашаются рядом с водоемами. Украина. По давней традиции в новогоднюю ночь принято посевать, чтобы привлечь хороший урожай. Этот обычай возник еще в языческие времена. С Новым годом связан целый ряд традиций, посвященных плодородию. Даже некоторые новогодние гадания были направлены на защиту сельского хозяйства. Все эти обычаи остались с тех времен, когда Новый год отмечали осенью, и в доме обязательно ставили дедуха, сноп пшеницы, украшенный плодами, ягодами и разноцветными лентами. Беларусь. Важной частью новогоднего праздника был торжественный обрядовый ужин, который каждая семья готовила по принципу «как Новый год встретишь, таким он и будет». Поэтому ставили на стол 12 различных блюд. Каждая из них символизировала ту или иную пору года. На праздник подавали колбасы, котлеты и другие блюда из свинины или говядины, масло, сыр, обязательно блины, соленые и маринованные овощи, кисели и компоты, рыбу, грибы. Обязательным обрядовым блюдом была кутья, поэтому и ужин назывался кутья. Накрывая щедрый новогодний стол, люди верили и надеялись, что такой же достаток будет в семье на протяжении всего года. Казахстан. Новый год в Казахстане празднуется дважды – 1 января, согласно европейской традиции, и 22 марта, после наступления весеннего равноденствия. Оба праздника в Казахстане отмечаются на государственном уровне. Ровно в полночь жители Казахстана сидят за новогодним столом, после посещают друзей и родственников. Россия. По славянской языческой традиции наступление Нового года отмечали в марте. Это было вполне логично для людей, живущих в единении с природой. Земля просыпается от зимней спячки, начинается новый сельскохозяйственный цикл. Жизнь идет на очередной виток. На рубеже 18 столетия решили, что самым удобным будет январь. Впрочем, россиян об этом и не спрашивали. Просто 20 декабря 1699 года государь Петр Алексеевич повелел отсчитывать Новый год на европейский манер, да еще и бурно радоваться по этому случаю, чего ранее делать было не принято. Получается, что Новый год 1 января мы отмечаем исключительно благодаря прихоти Петра. Традиция 31 декабря с друзьями ходить в баню, до фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» не существовала на Руси. За долгую историю праздника советские, европейские, американские и другие традиции успели перемешаться. Порой бывает сложно вспомнить и разобраться, какие обряды празднования Нового года являются исконно русскими, а какие были позаимствованы. Новогоднюю ночь 31 декабря на 1 января обычно проводят в кругу семьи, ведь этот праздник считается семейным и домашним. Дорогие друзья, оставьте все плохое в уходящем году, подарите своим близким праздник, соберите всю свою семью за одним праздничным столом. Вот что ценно по-настоящему. Скажите любимым и родственникам главные слова любви. Вот что незаменимо. Увидеть в детских глазах слезы счастья. Вот чего не купишь ни за какие деньги. Будьте щедрым на слова и поступки. Думайте только о хорошем. И это принесет вам обязательно удачу. Счастливых вам праздников и богатырского здоровья.